Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Рада вас видеть. Спасибо вам огромное за вашу неизменную поддержку, за ваши подписки, лайки, отзывы. Кто у меня впервые? Давайте знакомиться. Меня зовут Ирина. Я психолог, таролог, а главное, просто живая женщина, у которой периодически от женского всепрощения, от святости. Одна моя половинка, она уходит в глухую несознанку, а другая судорожно ищет боксерские перчатки. Рассаживайтесь, пожалуйста, поудобнее. Поправляйте свои нимбы. Сегодня мы будем безжалостно расстреливать их из крупнокалиберного пулемета здравого смысла. Итак, тема сегодняшнего разговора. Доброта должна быть с кулаками. Или же, как наконец-то перестать подставлять вторую щеку, когда вам уже выбили зубы? Мои хорошие, признавайтесь, кто считает себя очень добрым, мягким и понимающим человеком? Те из вас, кто готов войти в положение любого хама, простить мужу 13-й случайный загул, вовремя промолчать, когда ваша свекровь учит вас варить борщ в вашей же кастрюле, ласково улыбнуться соседке, которая в очередной раз выставила мусорный пакет прямо к вашей двери. Знакомо? Добро пожаловать на ежегодный съезд святых великомучениц. Давайте с вами сразу на берегу снимем весь этот приторный налет псевдодуховности, лучей добра, просветления. Все эти сказочки про то, что надо отвечать на зло любовью, и тогда мир станет чище. Все это мы аккуратно сворачиваем в трубочку, да, и куда-нибудь отправляем. Должна вам признаться, как психолог, я скажу вам жесткую, циничную, но безумно освобождающую правду. Наша, это безграничная, всепрощающая доброта, это не святость, это трусость. Это инфантильный страх пойти на конфликт и защитить свои границы. А доброта, которая не умеет кусаться, в нашем суровом мире называется очень просто – слабость. И окружающие жрут ее на завтрак вместо круассанов. Все. Точка. Итак, часть первая. Давайте назовем ее «Анатомия терпилы». Зачем же вам ампутировали зубы? Давайте разберем механику этого ментального паралича. Ну, как так получается, что взрослая, умная, очень красивая женщина превращается в какого-то беззубого хомячка, которого может пнуть любой проходящий мимо манипулятор? Мои хорошие, все начинается с детства. Когда нам, девочкам, выдают базовую прошивку. Хорошие девочки не злятся. Хорошие девочки помогают всем. Хорошие девочки делятся игрушками, даже если они не хотят ими делиться. Да? Хорошие девочки должны уступать, не кричать. Хорошие девочки должны быть удобными. В итоге нам просто берут и хирургическим путем ампутируют здоровую, нормальную человеческую агрессию. Нам с вами запрещают защищаться. И вот девочка вырастает, превращается в Оленьку или Наташеньку, 40 лет, у которой агрессия забита глубоко в подсознание. Ей на работе садятся на шею. Муж об нее ноги вытирает, а она сидит, завернувшись в плед, пьет ромашковый чай и дышит маткой ради гармонии во всей вселенной.
На эту тему есть очень точный какой-то житейский, наверное, анекдот. Приходит интеллигентный, мягкий такой мужичок в травмпункт, весь бледный, трясется, нога в крови. Врач его осматривает и спрашивает: «Господи, голубчик, что с вами случилось? На вас напали хулиганы в подворотне». А мужик, шмыгая носом: «Да нет, доктор, понимаете, стою я в автобусе, никого не трогаю. И тут один гражданин как наступит мне на ногу кованым сапогом и стоит, тяжелый такой». Врач удивляется: «Ну так, а вы что, наорали бы на него, толкнули?» Ну, мужичок с кротостью в глазах говорит: «Ну что вы, доктор, я же вежливый человек. Я подождал ровно 5 минут, а потом тихонечко так, интеллигентно ему на ушко говорю: уважаемый, вы не могли бы сойти с моей ноги, а то мне больно». Врач: «А он что?» Мужик, вздыхая: а он обернулся, посмотрел на меня и говорит: «Слышь, интеллигент, а по морде не хочешь?» Врач: «А что вы ответили?» Мужичок: «Ну, я понял, что конфликт назревает, промолчал, чтобы не нагнетать обстановку. Да не так уж и больно было. Да и вышел он через 2 остановки». Вот мы, девочки, с этой своей добротой, вот вылет этот мужичок из автобуса, мы соглашаемся на что угодно, терпим, чтобы не нагнетать обстановку. Когда об нашу жизнь уже вытирают ноги, мы боимся показать зубы, потому что наше подсознание шепчет: если я проявлю агрессию, меня воспримут стервой, меня разлюбят. Да лучше пусть нас назовут стервами со здоровыми границами, чем святой женщиной в отделении реанимации, да? Подпишись на канал и поставь лайк. Часть 2. Назовем ее классика жанра. Сказка про Морозко. Или Дося в коме. И не думайте, что этот маразм начался вчера. О нет! Нас к этой беззубой доброте готовили веками. Через сказки и литературу. Давайте вспомним хотя бы нашу любимую каноническую сказку «Морозко». Помните главную героиню Настеньку? Мачеха ее гнобит, заставляет пахать 24/7. А в итоге зимой родной папаша увозит ее в лес и оставляет замерзать под деревом. Сидит наша Настенька, синие губы дрожат, сосульки на носу. Приходит дедушка Морозко и спрашивает: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?» И что отвечает эта эталонная хорошая девочка? Что отвечает девочка эта с намертво заблокированной агрессией? Она синеет, падает в обморок, но хрипит: «Тепло, Морозко, тепло, батюшка!» Девочки, что это вообще такое? Это же клинический случай садомазохизма. Она врет перед лицом смертельной опасности, чтобы показаться удобной и вежливой. И сказка преподносит это нам как добродетель, за которую в конце дают сундуком по голове, хотел сказать, дают сундук с золотом. А теперь посмотрите на ее сестру, Марфушеньку, душеньку. Да, она грубая, да, она невоспитанная. Но когда Морозко спрашивает ее, тепло ли ей, она честно и адекватно оценивает реальность. «Ты что, старый, обалдел? У меня руки-ноги отмерзли. Подавай быстрее жениха и приданое». Марфушенька, по крайней мере, в контакте со своими потребностями и со своей агрессией. Она не собирается умирать ради того, чтобы Дедушке Морозу было комфортно.
Мои хорошие, в реальной жизни Настенька со своей беззубой добротой просто осталась бы лежать под этой елкой, вечным памятником дочернему послушанию. А сундук? Ну, сундук унесла бы Марфушенька, которая умеет открывать рот и заявлять о своих правах. Девочки, а если мы с вами возьмем мировую литературу, да? Помните Шекспира, короля Лира и его младшую дочь Корделию? Старый король, впавший в маразм, требует от дочерей красивых, приторных речей о любви. Старшие сестры – циничные манипуляторши, они наливают ему в уши цистерны сиропа. А Корделия вся такая честная, добрая, гордая, говорит: «Я люблю вас, как долг велит, ни больше, ни меньше», и уходит в закат. Она не смогла вовремя жестко, с кулаками, взять ситуацию под контроль, подыграть, ну или наоборот, поставить отца на место. Итог ее чистой, гордой доброты – гражданская война, куча трупов, отец сходит с ума, а саму Корделию в финале вешают. Прекрасный хэппи-энд для доброй девочки. Правда? Вот она. Цена неумения вовремя включить жесткого игрока. Часть третья. Назовем ее «Почему беззубая доброта развращает этот мир». Мои хорошие, я скажу вам сейчас очень циничную вещь, которую вы должны закрепить у себя в подсознании. Ваша мягкотелость и неумение давать сдачи – это не благо для мира. Вы со своим всепрощением плодите и размножаете чужой эгоизм и хамство. Когда мы прощаем мужчине неуважение, мы даем ему зеленый свет. Со мной так можно. Я поплачу, но не уйду. Когда мы молча доделываем работу за наглого коллегу, мы шепчем его подсознанию: «Сиди на шее дальше, Лёлик, мне не тяжело». Наша доброта, она развращает людей вокруг нас, превращая их всех в ментальных паразитов. На эту тему есть анекдот. Приходит овечка к Богу и плачется: «Господи, но почему ты создал меня такой беззащитной? Волки меня едят, пастухи стригут, собаки кусают. Сделай меня хищником, дай мне клыки, как у тигра, и когти, как у льва, чтобы все меня боялись». Бог пожалел овечку, взмахнул руками и превратил ее в огромного саблезубого тигра с овечьей головой. Вот бежит этот монстр по лесу, земля дрожит, навстречу волк. Бедный волк, он от страха обомлел, прижался к земле, ждет смерти. Тигр-овечка подбегает к нему, садится рядышком, жалобно заглядывая в глаза и говорит: «Слушай, волчик, ты только не обижайся, пожалуйста, но ты не смог бы мне отдать свой кусок мяса, а то я уже 3 дня не ела. Мне как-то неудобно у тебя отбирать». Понимаете, если внутри нас сидит перепуганная овечка, то какие бы кулаки или психологические техники мы не пытались на себя нацепить, манипуляторы все равно считывают нашу рабскую прошивку. Дело не в форме. Дело в содержании. Доброта должна стать силой. А сила всегда имеет право на агрессию защиты. Часть 4. Давайте назовем ее «Пошаговый алгоритм». Отращиваем зубы прямо сейчас. Если вы устали быть овечкой с тигриными когтями и готовы перевести свою доброту в режим с кулаками, берем ручки, пишем алгоритм боевой психологической подготовки. Итак, шаг 1. Возвращаем себе право на злость.
Мои хорошие, злость – это базовая святая эмоция, созданная эволюцией для одной единственной цели – защитить вашу жизнь и ваши границы. Когда вам хамят, нарушают ваши планы или пытаются вас использовать, вы должны злиться. Перестаньте утилизировать эту злость внутрь себя в виде миомы, язвы желудка или панических атак. Скажите своему внутреннему ребенку: мне можно злиться. Моя злость – это моя стража на границе. Шаг второй. Правило первого предупредительного выстрела. Когда ваши границы нарушают впервые, например, свекровь приехала без звонка в 8 утра. Хорошая девочка молча терпит, а стерва устроит скандал. А мудрая женщина с кулаками делает предупредительный выстрел в воздух. Спокойным, ледяным тоном, глядя человеку прямо в зрачки, вы говорите фразу: «Мама» или «Люся, мне это не подходит. В моем доме так делать нельзя. Если это повторится, последствия тебе не понравятся». Все, без криков, без оправданий. Человек должен физически почувствовать, что за вашей вежливой улыбкой стоит заряженное оружие. Шаг третий. Включаем механизм возмездия. Если после предупреждения человек продолжает лезть на вашу территорию, вы обязаны нажать на кнопку и применить санкции. Если свекровь снова приехала без звонка, вы просто не открываете дверь. Пусть сидит на коврике и думает о своем поведении. Если ваш коллега снова забыл доделать отчет, вы сдаете шефу только свою часть, а его часть оставляете пустой. Да, будет скандал. Да, они будут орать о том, что вы стали плохой и жестокой. Но запомните, тот, кто обижается на ваши границы, просто теряет возможность вами пользоваться, манипулировать вами. Это их проблемы. Пусть учатся платить за вход. Под конец хочу сказать вам самую главную вещь. Быть доброй из состояния силы – это великое благо. Когда у вас есть кулаки, зубы и четкие границы, ваша доброта, она становится эксклюзивным подарком, который вы дарите только тем, кто этого действительно заслуживаете. И под конец я хочу сказать вам самую главную вещь. Быть доброй из состояния силы – это великое благо. Когда у вас есть кулаки, зубы и четкие границы, то ваша доброта становится эксклюзивным подарком, который вы дарите только тем, кто этого действительно заслуживает. А для всех остальных у вас должен быть включен режим жесткой, суверенной безопасности. Хватит работать бесплатным ковриком «добро пожаловать» у дверей чужого эгоизма. Вы не Иисус Христос, чтобы спасать это человечество ценой собственных выбитых зубов и разрушенной психики. В самолете вы инструктаж читали? Сначала наденьте маску на себя. Спасите себя. Защитите свою жизнь, свой покой, свое здоровье. А потом, если захотите, можете проявить милосердие к миру. Но только на ваших условиях. Поправьте свою невидимую корону. Сожмите свои изящные пальчики в кулачки. Включите здоровый эгоизм. И идите, наконец-то, жить свою сильную, защищенную, вкусную и до неприличия счастливую жизнь. Чувствуете, как внутри просыпается приятная горячая сила, когда вы понимаете, что больше никто
и никогда не сможет наступить на вашу ногу без последствий. Вот мы с этой хищной королевской осанкой идем прямо сейчас в этот интересный мир. Удачи нам всем! Любите себя, мои дорогие. И не забывайте вовремя показывать зубы. Спасибо. Спасибо за то, что вы со мной. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.